Война добралась до Москвы, взрывы слышали всю ночь, аэропорты закрыты. Мэр столицы экстренно вышел на связь, мощный ответ которого не ожидали в Кремле. Сделка, которую не должны были заключать. Зеленский отказался от главного, что пообещали Киеву взамен на немыслимый компромисс, и почему главный переговорщик США больше не скрывает своей радости. Ми-6 вынесла приговор. Британская разведка напрямую обратилась к Путину с жестким посланием. Ультиматум или последнее предупреждение? Юра, мы все... Российский космос уходит на покой впервые за 64 года. Позор космического масштаба. Гордости россиян положен конец. Голливуд потрясен. Загадочное убийство звездного режиссера и его жены. Подозреваемый уже найден. Кто воткнул нож в спину ярому критику Трампа и Путина? Об этих и других событиях вечера 15 декабря. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Заявление, которое еще недавно казалось немыслимым. Киев впервые публично дает понять, ради безопасности готов отступить от важной и символической цели. Владимир Зеленский заявил, что Украина готова отказаться от стремления вступить в НАТО в обмен на жесткие и юридически обязательные гарантии безопасности со стороны США и Европы. Зеленский сделал это заявление в Берлине перед переговорами со спецпосланником президента США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа. Украинский президент отдельно подчеркнул, любые гарантии должны быть юридически обязательными, а не политическими обещаниями. Украина нанесла удар по Белгороду, причем речь идет уже не о дронах. Это признал даже местный губернатор Гладков. Враг нанес ракетный удар по Белгороду. Предварительно никто не пострадал. В результате обстрела есть серьезные повреждения инженерной инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы занимаются ликвидацией последствий. Также в квартирах 6 многоквартирных домов и одном частном повреждено остекление. Но главное не окна. По данным местных пабликов, главный удар был нанесен по местной теплоэлектростанции «Луч». Это главная ТЭЦ Белгорода, работающая на природном газе. Ранее президент Украины Владимир Зеленский прямо предупредил о возможных масштабных блэкаутах в Белгородской и Курской областях. Именно оттуда российская армия регулярно запускает ракеты и дроны по украинской энергетике. Но в минувшую ночь развязанная Кремлем война добралась не только до Белгорода, но и до столицы России. Москву атаковали беспилотники. Мэр столицы страны-агрессора Сергей Собянин заявил, что ПВО якобы сбило 15 дронов, которые летели в сторону города. По его словам, на местах падения обломков работали экстренные службы. Что именно упало и куда, традиционно без деталей. Российские телеграм-каналы писали о взрывах в Истринском районе Москвы. На фоне этой атаки временно приостанавливали работу аэропорты Домодедово и Жуковский. Так он прям над нами летел. Не, у нас, кстати, в бункере. Так он прям над нами летел, если что. Он, видишь, туда по траектории упал. Ранее жители подмосковной Каширы сообщали о взрывах и работе ПВО. Небо над регионом гудело и вспыхивало всю ночь. Мировая столица кино в шоке. Голливудский актер и режиссер убит в собственном доме, причем не один. Роб Райнер и его жена Мишель Райнер были найдены мертвыми. У обоих обнаружены ножевые ранения. Полиция не сообщает ни о задержанных, ни о возможных мотивах, но в СМИ уже появилась версия, которая бросает тень подозрения на наркозависимого сына погибших. Роб Райнер десятилетиями был связан с Голливудом. Писал сценарии, играл в сериалах, потом освоил режиссуру. Широкую известность получил благодаря фильмам «Когда Гарри встретил Салли», «Пока не сыграл в ящик», «Несколько хороших парней», «Волк с Уолл-стрит». Был известен Райнер и своей активной гражданской позицией. Он являлся убежденным сторонником Демократической партии и критиком Трампа. В 2017-м Райнер срежиссировал ролик с Морганом Фрименом, в котором говорилось, что на США уже напали, и совершил это нападение Путин. Ну и как вам кажется, это совпадение? Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу.
Стало известно, кто устроил массовую стрельбу на праздновании Хануки в Сиднее. Стрелков было двое, и это был семейный тандем. Об этом заявили в полиции. Других подозреваемых у следствия нет. 50-летний отец был застрелен полицейскими прямо на месте происшествия. Его 24-летний сын получил тяжелые ранения и сейчас находится в больнице. Состояние врачи оценивают как критическое, но стабильное. Розыск третьих лиц не ведется. Следствие пока не раскрывает мотивы стрелков. Трагедия произошла вечером 14 декабря на пляже Бонди в Сиднее во время мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука. Нападение стало одним из самых кровавых в истории города. Погибли как минимум 16 человек, 40 были госпитализированы. Особое внимание привлек героический поступок одного из присутствующих, который бросился на одного из стрелков и выхватил у него оружие. Это 43-летний Ахмед Аль-Ахмед, мусульманин, отец двух детей и обычный владелец фруктового магазина в Сиднее. По данным СМИ, мужчина теперь находится в больнице и восстанавливается после операции. У него пулевые ранения плеча и кисти руки. Путина предупредили, и сделала это предупреждение глава одной из самых сильных разведок Запада. Блэс Метревеле, директор британской МИ-6, сделала резкое и однозначное заявление. Путин не должен сомневаться. Наша поддержка остается твердой. Давление, которое мы оказываем в интересах Украины, будет продолжаться. Как пишет The Telegraph, Метревеле прямо назвала политику Москвы агрессивной и экспансионистской и дала понять, что в Лондоне не питают иллюзий. Экспорт хаоса – это не ошибка, а характерная черта российского подхода к международным отношениям. По ее словам, Западу стоит готовиться к тому, что такая стратегия Москвы сохранится до тех пор, пока Путин не будет вынужден пересмотреть свои расчеты. Послание МИ-6 считывается однозначно. В Лондоне войну называют войной, Россию источником нестабильности, а поддержку Украины стратегическим выбором, а не предметом торга. Юра, мы все профукали. Роскосмос расписался в очередном позорном провале. Запланированный на сегодня запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур не состоялся. В ходе плановых предстартовых проверок всех систем диагностировано локальное несоответствие в разгонном блоке ракеты. Пуск ракеты-носителя перенесен для устранения недочетов. При этом перенос не повлияет на запланированную научную программу, и все задачи будут выполнены. Проблема возникла в разгонном блоке типа ДМ, который производит РКК «Энергия». Сам «Протон» эксплуатируется с середины 60-х годов и считается откровенно устаревшим. В теории его должна была заменить линейка «Ангара». Но это лишь часть общей проблемы. Совсем недавно, 27 ноября на Байконуре, во время запуска корабля «Союз МС-28» к МКС был поврежден единственный стартовый стол для российских пилотируемых миссий. Произошло обрушение кабины обслуживания. По мнению экспертов, после этой аварии Россия фактически лишилась возможности отправлять людей в космос впервые с 1961 года. По их оценкам, запуски «Союзов» и «Прогрессов» отложены на неопределенный срок. Чили уходит вправо. На президентских выборах в стране победил ультраконсерватор Хосе Антонио Кастро. Он набрал более 58% голосов, уверенно разгромив соперницу Жанет Хару, бывшего министра труда и коммунистку. Она открыто поддерживает режимы Кубы и Венесуэлы. Результат не оставил пространства для интерпретации. Общество выбрало жесткий поворот. Фигура новоизбранного президента максимально поляризующая. Каст – сын члена немецкой нацистской партии, эмигрировавшего в Чили после Второй мировой войны. Он также открытый поклонник диктатора Аугусто Пиночета, убежденный католик, противник абортов и однополых браков. Его кампания строилась на простых и жестких лозунгах: порядок, депортации, безопасность, восстановление экономики. И это сработало на фоне роста преступности, усталости от миграционного кризиса и ухудшения финансовой ситуации. Без безопасности нет мира, без мира нет демократии, а без демократии нет мира. И Чили снова будет свободно от преступности и страданий. За последние 10 лет число мигрантов в Чили удвоилось. Основной поток – около 700 тысяч венесуэльцев, бежавших от экономического коллапса на родине. Каст сделал именно это центральной темой кампании. Он выдвинул ультиматум нелегальным мигрантам. Либо они покидают страну до его вступления в должность, либо будут депортированы в той одежде, которая на них есть. Вот это передача не надо записать формулярно. Это славянские.
Лукашенко насмехается над Белым домом. Только стало известно о снятии санкций с Беларусь-Калия взамен на освобождение 123 заложников режима, как в Гродно демонстративно осудили очередного оппозиционера. Как сообщает Центр «Весна», Александра Здоровенного приговорили к 10 годам заключения. Его брат получил 2 года за комментарии в соцсетях, которые расценили как оскорбление диктатора. Ранее стало известно о задержании известных активистов в Борисове Сергея Салаша и Дмитрия Бабицкого. По нашим данным, число задержанных может быть в разы больше. Джон Коул ранее сообщил Reuters, что еще около 1000 заключенных могут быть освобождены в ближайшие месяцы. Президент Лукашенко упомянул много человек и много вещей. У нас был очень хороший разговор. Мы говорили о будущем, о том, как идти по пути сближения США и Беларуси. Но, кажется, ни спецпосланник президента США, ни его шеф до сих пор не поняли, с кем имеют дело. Лукашенко – опытный торговец с заложниками и проделывает с новой администрацией в Вашингтоне свой старый трюк. Пока через одну калитку выпускает одних политзаключенных, через другую набирает других. Здесь все написано. Трамп и Мелания. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.